Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Екатерина Булавинова, я медицинский эксперт детского фонда ЮНИСЕФ, и я буду помогать Манфреду с переводом. И второе, что я бы хотела сразу сказать, почему мы пригласили именно его как спикера на нашу конференцию, потому что Людмила Ивановна всегда занимает, как вы знаете, самую такую прогрессивную позицию во всем, что касается вакцин и ситуации и так далее. И, как вы знаете, сейчас полио является очень актуальной темой для всего мира. И именно потому, что в Израиле идет длительная циркуляция дикого полиовируса сейчас. И началась вспышка в Сирии. Поэтому мы попросили именно Манфреда именно с этой темой выступить на этой конференции. Good afternoon, all. Mr. Chairman, thank you. I'm really very honored to be here with you and very honored to be invited to talk. I hope that what I present to you will be interesting. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, мне очень приятно, для меня большая честь выступать перед вами. Я надеюсь, что мое выступление будет результатом для вас. Okay. As already mentioned, that I'll be speaking about an incident of polio in Israel, although it's not an incident of cases of polio, rather polio in the environment, polio virus in the environment, and how we have dealt with that incident, and what are the implications for outside of Israel, generally, and for Ukraine in particular. Как упомянула уже Катерина, я буду говорить о том, что сейчас происходит с циркуляцией полиовируса в Израиле и как они работают с этой ситуацией, и ставить ударение на том, что нет случаев полио среди людей, да, то есть нет клинического случая полио сейчас в Израиле, но есть циркуляция полиовируса. So I'm going to talk in this talk just about a few points. The first will be a very short comment on the worldwide elimination of polio and the attempts to eradicate polio. Вначале я поговорю о попытках элиминации и даже эрадикации полио на глобальном уровне. The second is to describe the incident that we have had in Israel this year of polio in the environment. Опишу нашу ситуацию в Израиле, когда циркулирует дикий полиовирус. I will talk about the polio immunization schedule that we have used in Israel. Мы обсудим график прививок, который существует в Израиле сейчас. I'll talk about preventive measures that we've taken now for this particular incident. Превентивные меры, которые мы использовали для этой конкретной ситуации. And then I'll discuss the global implications and the implications for Ukraine. Какое это имеет глобальное значение и какие возможные последствия для Украины могут быть в этой ситуации. Okay, what you see on the two maps there of the world are basically in the red, where there was polio in 1988, and where there is polio still in 2012, and in fact in 2013. На этих двух картах с указанием годов вы видите в 88 году все, что красным, это там были случаи полиомиелита, и на 2012 год вы видите, где есть все еще полиомиелит. So you can see there's been dramatic progress in the elimination of polio in the world, but there remain 3 countries that are still endemic for polio. They are having polio outbreaks still up to this time, and they are Nigeria, Pakistan, and Afghanistan. И вы видите, что сумасшедший прогресс был достигнут в плане элиминации полиовируса, но есть все еще 3 страны, в которых полио эндемичны, в которых наблюдаются вспышки полио. Это Афганистан, Пакистан и Нигерия. And what is important for us is that they are exporting polio cases to other countries. И что важно для нас в этом, это то, что они являются экспортерами полио в другие страны. And causing outbreaks in other countries. И получаются вспышки, да, из-за завоза в другие страны. This is the story of what has happened in Israel. In Israel since 1988, 25 years, that was the last time we saw polio in Israel. So Israel has had no polio for the last 25 years. Последние 25 лет в Израиле не было ни одного случая полиомиелита. In
February of this year, we discovered through routine sampling that there was wild polio virus type 1 in the sewage in Israel. В феврале в результате такого регулярного рутинного эпиднадзора за сточными водами в Израиле мы выявили там дикий полиовирус первого типа. So as I mentioned, this is the first time there has been any poliovirus in Israel, and this virus now has been spreading to other towns in Israel, but again I emphasize only in the sewage. There have been no cases. И это первый случай обнаружения дикого полиовируса за много лет в Израиле. Он распространился, когда начали смотреть сточные воды других городов, регионов, он распространился по всему Израилю, но Манфред еще раз подчеркивает, что это не случай у человека, да, а это именно в источных водах. I just show you this map to show that the virus was first discovered in this town called Rahat. Сначала на юге Израиля, в городе Рахат, обнаружен был этот вирус поселений. And you can see that it's gradually spread to surrounding towns up to the more northern part of И потом распространился на север, как вы видите по карте, вот красным вверх название городов, в которых он распространился. Okay, there have been no clinical cases. It's a wild poliovirus type 1. Клинических случаев не было, это дикий полиовирус первого типа. And it's genetically similar to the wild polio type 1 virus that is presently in circulation in Pakistan and in the sewage in Egypt. И генетически он сходен с вирусами полио, которые изолированы в Пакистане и циркулируют сейчас в Пакистане, и с находками в сточных водах в Египте. I just make one quick comment to those of you who are not dealing daily with polio, that the polio virus can be genetically differentiated. It's a type 1 virus, but you can differentiate now where it actually came from through the genetic makeup of the virus. Для тех из вас, кто рутинно не работает с полиовирусами и не работает с лабораторными данными, хочу подчеркнуть, что полиовирусы первого типа, да, не все первого типа, но у них есть определенные генетические различия, и сейчас генетика позволяет определить, откуда именно пришел тот или иной вирус первого типа. And as you probably all know, poliovirus is an RNA virus, and RNA viruses are very problematic in that when they replicate, particularly when they transmit from person to person, they change. И он относится как раз к полиовирусу, к тому семейству вирусов, которые генетически видоизменяются даже при передаче от человека к человеку. So we have detected these changes in the virus, indicating that there is person-to-person spread. И мы понимаем в этих вирусах, что есть передача от человека к человеку, когда мы смотрим на их генетический состав. So these were the questions that we faced. The first was, who imported the virus? Какие вопросы мы себе задавали в этой ситуации? Кто импортировал вирус? Who are the people that are spreading the virus? Кто те люди, которые распространяют вирус? Will this spread of the virus die out on its own, or will it continue indefinitely? Остановится ли оно само по себе, это распространение вируса, либо будет продолжаться постоянно? I want to mention that Israel is one of the few countries that carries out routine environmental sampling for viruses, for poliovirus. Израиль одна из немногих стран, которые регулярно проводят исследования на содержание полиовирусов в сточных водах. And this is important because it means that the poliovirus may be circulating in other countries silently without knowing about it. И это очень важно подумать об этом, потому что, возможно, она циркулирует и в других странах в сточных водах, но об этом никто просто не знает. I'll say a few words now about the epidemiology of polio in Israel and our immunization schedule. Несколько слов про эпидемиологию полиомиелита в Израиле и про наш календарь прививок. So what you see, basically what you've probably seen in many countries, were the outbreaks of poliovirus in the early 1950s and 60s, and then gradually with the introduction of immunization, the polio cases declined dramatically. И на слайде вы видите то, что наверняка видели во всех странах, это крупные вспышки полио в 50-х годах, а потом в связи с введением иммунизации рутинной, да, то, в общем-то, они пошли на утро. And early in the 1950s and the 60s, the inactivated poliovirus vaccine was used, and subsequently the live attenuated vaccine was introduced,
and now, since the 1960s, both have been in use. Сначала использовали инактивированную полиовакцину в 50-е, 60-е, потом ввели оральную полиовакцину, а потом некоторое время стали пользоваться и той, и другой вакциной. So I guess that, like Ukraine, using the oral polio vaccine virus for many years, countries like the Netherlands and Sweden and many other countries in Europe, Finland, have used only inactivated poliovirus vaccine. В Украине вы также пользуетесь сейчас оральной полиовакциной. Многие страны Западной Европы, например, Голландия, Швеция, пользуются только инактивированной полиовакциной. So let me just briefly describe the immunization schedule, because our immunization schedule is a little unusual. Я немножко опишу наш календарь прививок, потому что он чуть-чуть необычный. Until 1988, we used only oral polio vaccine, the live attenuated vaccine. До 1988 года мы пользовались только оральной живой атенуированной полиовакциной. We found that it was because of some experience with the problem of the uptake of the oral polio vaccine, we introduced inactivated polio vaccine in addition to the oral. So we used what we called the combined schedule from 1990 to С 1990 года по 2004 год использовалась комбинированная схема, в которой использовалась как оральная вакцина, так и инактивированная вакцина. Почему? Потому что с оральной вакциной у них был некоторый опыт того, что она не всегда действовала, да, то есть не всегда воспринималась организмом. Мы это обсуждали с мамонтовых перерывах, потому что много кишечных инфекций, например, когда их много, то они не принимают. So you have described the schedule. Oh, okay. So the schedule, briefly, if you just mentioned, is inactivated. A lot of vaccines inactivated with 2 months, inactivated together with oral polio vaccine. Only was 2 vaccines at 4 months, 2 vaccines at 6 months, inactivated and oral for life, oral at 12 months, and then a booster oral vaccine at 6 years. Если вы внимательно посмотрите на этот слайд, то вы увидите, что, например, в 2 месяца, да, это была ИПВ, но в 4 месяца это было одновременно ИПВ и ОПВ. Одномоментно. И если вы посмотрите в 6 месяцев, то же самое, одновременно ИПВ плюс ОПВ одномоментно, а потом ОПВ в 12 и бустер ОПВ в 6. Ну, необычно, правда? So I'll just mention the reason why we use it. И почему мы так делали? First, inactivated polio vaccine is given at 2 months to give good humoral immunity in the blood. Инактивированную давали в 2 месяца, чтобы дать хороший гуморальный иммунитет. This has 2 purposes. One, when you inject a vaccine, you don't have the problem of interference with other viruses, enteroviruses that may be circulating. Две цели, потому что когда вы даете ее в инъекцию, у вас нет интерференции действий с другими циркулирующими энтеровирусами в это время. And then we give the oral polio vaccine after the inactivated vaccine, which means that the children, the infants who receive the oral polio vaccine are protected against vaccine-associated polio. А потом мы давали еще вторая причина, почему давали ОПВ после все-таки первой дозы ИПВ, чтобы дети были защищены от вакцины ассоциированного полио. Which I might add is very rare. Который очень редко встречается, как вы знаете. Okay, and then we continue the schedule so that we get good humoral immunity in the blood, and good gut immunity at the А потом продолжали 2 вакцинами для того, чтобы был хороший как гуморальный иммунитет, так и иммунитет слизистой кишечника. And of course I mentioned, because it's related to this incident, that gut immunity is important to prevent the circulation of the virus. И, как вы знаете, иммунитет слизистой кишечника очень важен для того, чтобы предотвратить циркуляцию вируса, что мы и увидели в результате нашей ситуации в Израиле. In 2005, we stopped using the oral poliovirus vaccine, the live attenuated vaccine virus, to move towards the worldwide move to stop using oral polio vaccine or live attenuated vaccine as a move towards the eradication of polio. И мы начали в 2005 году, мы начали вводить только инактивированную полиовакцину, поскольку был уже такой тренд по элиминации, глобальный тренд по элиминации полио. Because at the later stages of the elimination stage, we would not want live virus, even if it's attenuated, in the environment.
Потому что на поздних стадиях элиминации, да, глобальной элиминации полио, мы не хотим даже, чтобы циркулировали вакцинные вирусы. Okay. Again, I've mentioned already the sewage surveillance, so I'll continue to the next slide. This I already mentioned. I just want to stress that I'll go back to this when I talk about the Ukraine, because we believe that this is an important element that you can add to your program, and I believe there is environmental surveillance in Ukraine. Я вернусь к этому, когда мы будем обсуждать Украину, и я верю, что в Украине, наверное, тоже есть наблюдение за полиовирусом в окружающей среде, и это очень-очень важно для нынешней ситуации. So now I will explain the current situation. 95% or more of the children in Israel, higher probably 98%, are immunized against polio. А теперь я хочу показать вам ситуацию в Израиле сейчас, такую, как она сейчас. У нас 95% охват детей в Израиле вакцинами против полио. However, since 2005, the children were immunized only with inactivated poliovirus. Однако с 2005 года уже дети есть, которые были вакцинированы только ИПВ. So what we believe now has happened is that because they don't have gut immunity or good immunity of the gut, they will become infected by the virus. They will not become sick, but they will spread the virus. И то, что мы видим сейчас, мы считаем, что это связано с тем, что у них нет иммунитета в кишечнике, поэтому они заражаются полио, но не заболевают полио, да, потому что у них есть моральный иммунитет к нему, но его распространяют просто из кишечника. So basically we have a situation, an unusual situation, where basically the population is protected, but they are still spreading the virus. И у нас очень необычная ситуация, когда наше население с одной стороны защищено, а с другой стороны распространяет вирус. We still don't know where the virus came from. Мы все еще не знаем, откуда пришел вирус. We believe it came from Egypt to Israel, but the important point is that it could come from anywhere, and that's why this has global implications. Мы думаем, что его завезли из Египта, но в принципе это не имеет значения, потому что его могли завезти откуда угодно, да, и поэтому это имеет большое значение глобальное. I've already mentioned this, and I'll again go to this point because we are very much focused on this issue. Because there is a move to using only inactivated polio vaccine, that means that the people who get, the children who get this vaccine will not have protection at the level of the gut. Я уже это упомянула, но хочу еще раз это упомянуть, потому что сейчас для нас это одна из самых важных тем обсуждения. Это то, что дети, получившие ИПВ, поскольку есть тенденция пользоваться только ИПВ, не будут иметь иммунитета кишечника. They will actually be able, they will be themselves protected, but they will be a source of virus which could then spread to people who are not immune. И они сами по себе будут защищены от полио, но могут распространять вирус вокруг себя тем людям, которые не вакцинированы вообще. What we found, I'll just make the one point, what we found in this last incident is that more than 10% of the children in the areas where we found virus were actually excreting the polio virus in their stools with no cases. То, что мы обнаружили вот в этом конкретном инциденте, в этой ситуации в Израиле, что более 10% детей в тех регионах, где циркулирует вирус, детей до 8 лет, являются выделителями дикого полиовируса первого типа. So you can imagine that there was massive spread of the virus. То есть, как вы можете себе представить, было такое массированное распространение вируса. So the question now is, how do we prevent cases? And how, there are three things you can mention. How do we prevent the cases? How do we prevent transmission in Israel? And how do we prevent transmission internationally? И мы задаем себе три вопроса: как предотвратить случаи полио, как прекратить передачу полиовируса в Израиле и как предотвратить передачу полиовируса из Израиля в другие страны. So the options, we had a number of options, and I'm sure that you are facing often these kind of situations, not specifically for polio, but generally. Мы рассматривали несколько стратегий. Я уверен, что и вы часто для себя рассматриваете такие стратегии не только в связи с полио, а в связи с другими ситуациями.
The first was to do nothing and hope that the virus will just die out. Первая стратегия была ничего не делать и понадеяться, что, может быть, он как-то сам умрет, вирус. Do a catch-up vaccination with inactivated poliovirus vaccine to those who are not fully vaccinated. Второе было сделать очищающую кампанию ИПВ тем, кто не полностью вакцинирован. Give oral live attenuated vaccine to the children up to the age of 8 who never received it before, to give them this gut immunity. Дать ОПВ тем детям, которые никогда его не получали, то есть которые до 8 лет по возрасту, в районах, которые поражены, потому что мы хотим дать им кишечный иммунитет. Carry out a mass campaign of the whole population using live attenuated vaccine. Провести массовую кампанию, используя ОПВ для всего населения. Or just boosting the vaccination status of everybody by having a mass vaccination campaign using inactivated polio. Или провести массовую кампанию ИПВ, чтобы дать бустерную дозу всем. And this is what we've actually done. We consulted with experts from the World Health Organization and from the Centers for Disease Control in the United States. Мы консультировались с экспертами ВОЗ и экспертами CDC, и вот что мы сделали в результате. And the decision was to give bivalent oral polio vaccine to all children up to the age of 8. Again, those are the children who have never received oral polio vaccine. В результате мы решили дать бивалентную ОПВ всем детям, которые до 8 лет и которые раньше никогда не получали ОПВ, были вакцинированы только ИПВ. I'll leave the discussion for bivalent to this discussion time why we use the bivalent and not the trivalent. Я оставлю обсуждение по поводу, почему бивалентная, а не тривалентная, на тот момент, когда мы с вами будем обмениваться вопросами и ответами. One or two comments. We have succeeded in vaccinating between 60% and 90% of the children up to the age of 8 with bivalent oral polio vaccine, live vaccine. На данный момент наш успех на разных территориях колеблется охватом от 60 до 90%. Это эквивалентные вакцины. The reason why there is between 60 and 90% is that 90% is mainly in the areas where the virus has been discovered in the sewage, where the compliance with vaccination has been very good. 60% is in the other areas where the compliance has been not as good. Почему такая разница 60 и 90? На тех территориях, где именно был обнаружен вирус, там очень высокая приверженность у людей была к этой дополнительной иммунизации, там охваты 90. 60 в тех территориях, где вирус не был найден, и там приверженность не такая высокая. We've used a lot of risk communication and social mobilization. Использовали очень много социальной мобилизации, очень много коммуникаций в рискованных кризисных ситуациях. And we have incorporated the public health service and the clinic clinicians, particularly the pediatricians, into this campaign. И в эту кампанию были вовлечены педиатры, да, то есть из первичного звена оказания помощи, и специалисты по общественному здравоохранению. So I'm going to be finishing with just a couple more slides. Я через 2 слайда закончу. In Israel, we are now considering going back to our earlier policy and returning to adding oral live polio vaccine to our standard schedule in India. И в Израиле мы сейчас рассматриваем о том, чтобы вернуть в наш календарь оральную полиовакцину в рутинную иммунизацию. We are still not sure how many doses. This is still under discussion. Мы еще не знаем, сколько доз, это все еще обсуждается. And we are doing this as long as we are living in a world where wild polio virus is still circulating widely. И мы делаем это в контексте той реальной ситуации в мире, где все еще продолжается циркуляция дикого полиовируса. Okay, just a couple of, here again, when I say implications for the Ukraine, I'm not telling you things you don't know, I'm just telling you things that I've noticed in the literature. И то, что какое значение имеет для Украины, вы это знаете намного лучше меня, я просто немножко проанализировал то, что я про это прочитала. What you see in this graph is for the total polio picture for the world. The line graph shows the coverage, immunization coverage, and the bars show the number of cases. So what you're seeing is the number of cases has dropped dramatically, and the coverage is now around about 80 to 90% globally. Это вы видите
видите слайд с глобальным охватом прививками против полио versus кейсы полио, да, случаи полио. И вы видите, что в среднем охват где-то от 80 до 90%, мировой охват прививками. And here we see that the countries who are having problems with attaining high coverage are listed here, and unfortunately Ukraine is one of these countries. И тут вы видите список, так называемый красный список стран с самым высоким риском, и как вы видите, Украина есть в этом списке. And actually Ukraine is actually in the company of countries generally who are in conflict or have problematic social conditions. So shall we say it's better that Ukraine not be there? И Украине, как Манфред деликатно сформулировал, как будто бы нечего делать в списке стран, которые живут в военном конфликте, либо в очень серьезной социальной ситуации. То есть вы видите название стран. I'm meaning that this has created problems for them in the field. That's what I mean by the conflict. И когда идет военный конфликт, то, естественно, у людей проблемы каждодневного толка самые разнообразные возникают. And you now know that there is a new country that has an outbreak, and that is Syria. И вы знаете, что сейчас есть вспышка полио в новой стране, в которой раньше вспышки полио не было, это Сирия. So if we look at the vaccination immunization coverage here on the map of the world, you will see Ukraine there as being what we call a hot spot or a red spot in Europe, where the vaccination coverage is somewhat lower than the countries around. И если мы посмотрим на карту, то Украина на этой карте называется либо горячая точка, да, либо красная точка, то есть та страна, где охват очень низкий. So the last comments that I'd like to make is that there is an importance globally for us to make improvements in our program for immunization. И для нас есть очень важные некоторые факторы, которые имеют значение на глобальном уровне для улучшения иммунизации. We need to obviously control any outbreaks that occur very rapidly. Нам нужно усилить систему иммунизации и нужно локализовать вспышки, если таковые возникают. And there is a real concern, and again, you would tell me what you think, but there is a real concern that Ukraine is one of the countries at high risk. И есть очень сильное беспокойство на мировом уровне, что Украина страна с очень высоким риском, но вы скажете мне, что вы думаете на эту тему на самом деле. Thank you.